Приветствую вас, друзья! Пока другие производители забрасывают нас новыми шикарными эквалайзерами, компрессорами, ревербераторами, в общем, довольно традиционными устройствами, Tim Patrick взял и зарелизил Transient Equalizer. Что бы это ни значило, но звучит довольно интересно. То есть это должен быть Transient Shaper, или это должен быть эквалайзер, или что-то посередине. Давайте разбираться. Я подготовил очень простой проект, в который входит только дорожка бочки, малого барабана и 2 дорожки гитар, чтобы ощутить мощь библиотеки Тима Петрика SMT EQ во всей ее полноте. Что ж, послушаем. Простой, я бы даже сказал, утилитарный проект. Изолируем бочку и послушаем ее отдельно. Вполне привычное, понятное звучание. На ней нет никакой обработки, кроме эквалайзера, который слегка подрезает гудящую частоту в районе 170 Гц. Я думаю, вы заметили, что бочка звучит слишком тускло. И Тим Петрик говорит, что его новая библиотека должна эту тусклость исправить. Проверим. Я загрузил программу эквалайзера SMT EQ Girator Positive. То есть этот прибор будет усиливать транзиенты за счет их дополнительной эквализации. Это не типичный Transient Shaper, а скорее Transient Equalizer, как я уже говорил ранее. Послушаем. Другое дело. Сейчас я ослабил 6 кГц, а теперь усилил. Обработка касается только транзиентов. Но что здесь транзиент? А вот эту вещь как раз определяет секция детектора, в которой доступно 2 параметра. Параметр Shape, определяющий атаку, огибающий, и параметр детектор, который, соответственно, определяет поведение детектора. Покрутим их и посмотрим, как это повлияет на конечное звучание. Транзиент стал более выразительным. И еще более выразительным. Теперь детектор захватывает больше сигнала, но звучание уже не настолько впечатляющее. Вот такой вариант настройки параметров мне кажется наиболее подходящим для бочки. Попробуем другие частоты. «6 кГц» звучали интереснее. Да, красивое открытое звучание. «8 и 12 кГц» звучат неплохо, но 6 наиболее интересная. Обратите внимание на то, что я не стесняюсь с эквализацией, то есть я выкрутил 6 кГц на максимум, и это звучит очень красиво. Но в чем же разница между позитив и негатив? Давайте проверим. 6 кГц, выберем те же параметры детектора и послушаем. А звучание уже совсем другое. Дело в том, что программы, обозначенные как негатив, наоборот, усиливают не транзиенты, а хвост сигнала. То есть для транзиента эквализация не происходит, но как только транзиент заканчивает звучать, эквализация сразу же включается. Довольно хитро, и такую фишку можно использовать для того, чтобы
подчеркнуть звучание рума в рум-микрофонах, не затрагивая при этом атаки. Очень интересно. Попробуем минимальное значение эквализации. А теперь мы получили очень сосредоточенное, я бы даже сказал, практически гейтированное звучание бочки. Сравним с минимальным значением эквализации для программы Positive. А теперь мы просто вырезали 6 кГц на транзиенте. Так ярко слышен транзиент, а хвост эквализирован. А так, хвост остается практически нетронутым, но транзиент ослабляется. Очень интересное наблюдение. Но мне кажется, что для бочки нам нужно не хвост усиливать, а подчеркнуть ее атаку. Поэтому выкрутим на максимум и послушаем еще раз. Да, мне это нравится. Но если покажется, что атака усилена чрезмерно, мы можем подмешать обработанную версию сигнала к необработанной. А вот это уже похоже на правду. Без обработки слишком тускло, а после обработки очень даже сладко. Не знаю, заметили ли вы, но когда я слушаю работу этого прибора, я все время улыбаюсь. Это не просто так, я немного в шоке от этой разработки, потому что, транзиент-шейперов я видел и показывал на нашем канале массу, но так, чтобы Transient Shaper был объединен с эквалайзером и как раз усиление сигнала происходило за счет его эквализации, это очень классная идея, и мне это реально приносит массу удовольствия. Давайте посмотрим другие программы. Кроме Gerator EQ, у нас еще есть RST Model D. Точнее сказать, RState Model D эквалайзер. Послушаем его. Мы работаем с программой Positive. Здесь доступны как полочные фильтры, так и колоколообразные. Сейчас мы слышим колоколообразные фильтры. Вот, мои любимые-нелюбимые 3,2 кГц. А вот полка на 15 кГц звучит просто потрясающе. Обратите внимание на то, что для детектора я использую high-pass фильтр в стандартном значении 1000 Гц. То есть детектор слушает только сигнал, который находится выше 1 кГц. Таким образом, я либо усиливаю, либо ослабляю только высокочастотные сигналы и сигналы, которые находятся в высокой середине. Очень симпатично. Без обработки. Слишком тускло. А после обработки намного веселее. Сейчас я срезал высокие частоты, а теперь опять восстановил. Поиграем с настройками атаки и детектора. Теперь транзиент побольше.
Нет, так звучит не очень. А так уже немного чересчур. Такая бочка мне нравится. Опять же, мы можем подмешать необработанный сигнал к обработанному или наоборот и послушать, что получится. Более мягкая, но при этом не менее уверенная в себе обработка. Но, как вы знаете, я довольно ленив с точки зрения использования регуляторов Dry-Wet. Я предпочитаю использовать параллельный канал, который я могу подмешать к основному каналу и, возможно, автоматизировать эти вещи. В общем, как-то так, намного больше гибкости, как мне кажется. Я уже подготовил параллельный канал с бочкой, который мы можем подмешать к оригинальной бочке, добавив к ней и усиление с помощью джиратора, и усиление с помощью AirState Model D. Давайте послушаем. Выключаем обработку здесь, активируем канал, и давайте послушаем его отдельно. Вот такая ядерная красивая бочка. Убираем в ноль и постепенно добавляем. Выключаем параллельный канал. Как-то грустненько это все. А теперь намного бодрее. Просто шикарный Transient Equalizer. Хочу послушать с малым барабаном. Но для начала давайте послушаем, как Negative пресет для AirState Model D будет работать на малом барабане. На бочке мы его не слушали. Послушаем так. Послушайте, как интересно работает. Усиливается не атака малого барабана, а то, что звучит после нее. Конечно, я бы не сказал, что звучание приятное, но тем не менее эффект интересный. А теперь наоборот. Звучит очень короткая отчетливая атака и легкий хвост. Как я уже замечал ранее, действительно, это очень похоже на работу гейта. Конечно, это не гейт, но может быть хорошей альтернативой для него в тех ситуациях, когда не хочется резать сигнал. И вот опять же, и здесь полочные фильтры мне кажутся более интересными. Очень приятное расширение. А давайте добавим к этому расширению еще и усиление атаки. То есть мы одновременно усилим и атаку, и хвост малого барабана. Это уже получился какой-то перманентный эксайтер для малого барабана.
очень классное усиление транзиента и в то же время очень классное усиление хвоста малого барабана. Заметьте, что частота одна и та же, 15 кГц. Настройки атаки и детектора также идентичны. Послушаем без обработки. Очень печальный малый барабан. Теперь ярче и четче атака. И ярче хвост. Но опять же, давайте подмешаем этот сигнал с помощью параллельного канала к малому барабану. Послушаем. Отдельный эффект. Послушаем с бочкой. Только усиление транзиента. А теперь и усиление хвоста малого барабана. Я слышу неприятную частоту в звучании малого барабана. Давайте ее найдем и отфильтруем. Да, так уже интереснее. Послушаем с гитарами. И отключаю параллельные каналы, на которых работает библиотека Тима Петерика SMT-EQ. Конечно, мы потеряли немного гейна, то есть громкости в этом случае, но мы также и потеряли отчетливость в звучании бочки и малого барабана. Да, так намного лучше. Для подписчиков нашего сообщества на Patreon доступна расширенная версия этого видео, в которой я показываю использование фазера, доступного в пакете библиотеки SMT-EQ, на дорожках гитары. Это очень приятный бонус, который может быть использован в качестве как классического гитарного фазера, так и в качестве спецэффекта. Смотрите, как это все работает в расширенной версии данного видео. Ссылку на наш Patreon вы найдете в описании. Что ж, друзья, как вы видите, Transient Equalizer SMT-EQ от Тима Петерика оказался очень эффективным устройством, которое позволит усилить и транзиенты, и хвосты аудиозаписей, сделав их более насыщенными, более динамичными и более живыми. В общем-то, применений этому устройству, или точнее сказать, комплекту устройств, может быть очень много. Напишите в комментариях, в каких ситуациях сведения или даже мастеринга вы будете использовать эту новую библиотеку. А пока, большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Держав Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся в следующих видео. Плывите!
к звуку.